Ричи. Лаки пришла. Не трогай Лаки. Лаки, мы начинаем. Лаки. Скажи, там собака. Все. Там собака, она сейчас будет мешать. Добрый день, друзья! Хочу вам показать сегодня орхидеи, которые я получала цветущими. Все эти орхидеи ко мне пришли из Краснодара. Контакты и ссылки на соцсети этого продавца я оставляю в описании под видео. Мне очень хочется с вами поделиться именно динамикой роста этих орхидей. Я всегда волнуюсь, когда получаю цветущие орхидеи в посылках, потому что сбрасывают бутоны, сбрасывают листья. И как я показывала, когда пришел биглип, были на листьях черные пятна. Но все возможно в посылках именно с цветущими орхидеями. Они более ранимые, более уязвимые. Самой уязвимой орхидеей оказался черный медведь. Вот эта орхидея. У нее были цветоносы черные, и оба цветоноса я почти полностью обрезала. И цветы он сбросил очень быстро. Но большое количество корней в горшке. Очень хороший тургор листьев. И, конечно, начался рост нового листа. Пока в горшке корней раскукленных нет, хотя вот один корешок начинает прорастать к стенке горшка. Его там очень-очень плохо видно, но он есть. А вот от такого большого корня видно, то пробуждается новый корень и начинает расти. Ах, вот еще один корешок в горшке, который заметен. И я очень надеюсь, что к зиме эта орхидея зацветет, потому что она такая красавица. В отличие от всех парфюмерных фабрик и Будды, у нее очень необычные цветы. Эта бабочка вот до сих пор еще сбрасывает цветочки. Была получена совсем недавно. Буквально 10 дней назад. Конечно, ждать за 10 дней, что она начнет корни растить или начнет расти листья, ну нет, за 10 дней никогда этого не происходит. Главное, что она восстановила тургор листьев, корни в горшке есть, ну просто есть. Это же парфюмерная фабрика. Они не очень стрессоустойчивые при пересылке. Да, было много бутончиков, было много цветочков, она их сбрасывает, но какую-то часть цветов держит. А эту бабочку получила раньше на 10 дней. Она тоже сбросила цветы, тоже сбросила бутоны. Какие-то маленькие цветочки остались. И начался рост листика. Маленький-маленький листик уже растет. Так что и такие бабочки быстро адаптируются. Еще одна парфюмерная фабрика, у которой была желтизна на листике при получении. Вот здесь видно, что маленький кусочек листа пожелтел. Один лист желтеет, казалось бы, от шеи, причем желтеет половинка листа. Я не буду снимать этот лист, я дам ему полностью пожелтеть, а когда он пожелтеет, я уберу и лист, и остаток от этого листа. Но никакой там гнили нет.
Орхидея чудесно держит свои цветочки, растит великолепный новый лист, и в рост пошли корни. Заметно здесь, от воздушных причем корней пошел рост. Здесь. В горшке пока нет, но это дело времени. Это не парфюмерная фабрика, это орхидея идет под названием цвет лососевый. Но последний цветочек, который остался, пока не стал такого цвета. Это единственная орхидейка, которая не растит лист, не растит корни. Так и живет в своем покупном грунте. Она решила продолжить наращивать бутоны. А когда орхидея доращивает цветоносы и надувает бутончики, она никогда не занимается ни корнями, ни листьями. Так что увидим ее цветение, и вполне возможно цвет будет более яркий, более насыщенный, какой и предполагалось быть ей, лососевой. Ну, так ее назвал продавец. Конечно, самый больший восторг у меня вызывает орхидея Будда. Она сбросила цветы, но не все. И постоянные зрители моего канала помнят, что первая орхидея Будда у меня, к сожалению, погибла. И это попытка номер 2. И эта попытка номер 2 увенчалась успехом. Во-первых, растет лист. Во-вторых, корни в горшке. Вы посмотрите на эту прелесть. Везде появились новые растущие корни. И начался рост корня от шеи. Орхидея жива, здорова и очень радует меня своими успехами. Вот такая динамика роста у этих цветущих орхидей из краснодарских посылок. Я очень ими довольна, этими орхидеями. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ричи. Обиделся. Обиделся? Это я должен обидеться. И Лаки тоже. Успокоился. Ты посмотри. Вы посмотрите на него, а? Ну, это ненадолго, не волнуйся. Да я как-то не волнуюсь.